Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие новости, куда эти новости будут двигать рынок в ближайшее время, а также какие перспективы и направления движения котировок доллара, нефти, золота, серебра, рубля и других активов сегодня в течение дня. Давайте начнем с календарика событий. Сегодня выступление ЕЦБ, отчет о финансовой стабильности и, самое главное, базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель. Ну, соответственно, мы с вами убедились, что вот этот, казалось бы, такой показатель весьма посредственный, его соотношение в Европе и Соединенных Штатах, оно порой совершает удивительные вещи с курсами евро по отношению к доллару. Ожидается значение 1,6, предыдущее значение 1,3, но с учетом того неистовства, как растет сырье, наверное, все-таки 1,6 будет перебито. Ну и сегодня еще из значимых событий это запасы сырой нефти в 17:30. Здесь, надеюсь, нефтепровод, который плохо функционировал, не подведет в этот раз. И в 21:00 публикация протоколов ФРС. Что касается Российской Федерации, здесь у нас сегодня Фосагро финансовая отчетность за первый квартал. Ох, не зря его так разгоняли. Далее Совкомфлот, тоже финансовая отчетность за первый квартал и телеконференция руководства. Так, и у нас сегодня Норникель, ГОСа по Норникель, СД Совет директоров по ГК-2 и СД по Газпрому будут обсуждать программу отчуждения непрофильных активов. Тема интересная, потому что когда возникают мощные продажи непрофильных активов, это сразу может повлиять на дивиденды. Так, ну вот по ВТБ интересная новость. Банк Траст продает долю ВТБ с помощью ускоренного размещения. Ну, видимо, под это движение ВТБ и устраивали. Но на самом деле ключевая причина, конечно, заключается в том, что ВТБ очень сильно упал, и его до сих пор до значений хоть как-то сопоставимых с докризисными 2008 года не догнали. Соответственно, при любой возможности будут хвататься за то, чтобы его разогнать и подороже раздать, потому что кто-то еще в них сидит. Вот. Но здесь ситуация такая, что они предполагают продавать акции по 4 рубля 27 копейки. На самом деле, конечно, цена это не айс по сравнению с текущими котировками. Так, ну и на фоне ожидания этого события были крупные продажи. Они происходили где-то в районе 5 копеек за акцию. Сейчас, соответственно, весь этот конструкция, весь этот рост сломан, поскольку ключевые уровни пробиты. И сейчас акция вернулась в диапазон 4,7-4,35 за акцию. Вот в этом диапазоне она наиболее вероятно в ближайшее время будет находиться. Да, в связи с этой новостью могут продавить до 4,27 копейки за бумагу. И судя опять же по дневному, по недельному таймфрейму, пока вот это движение вниз не остановилось, ну, пробили ключевой уровень, который находится в диапазоне 4,6-4,7 копейки за бумагу. По-хорошему, ей бы сейчас сходить на 4, ну даже не 4,3, здесь уже с учетом цели 4,27 будет уровень, который 4,2, вот здесь вот. Ну а дальше посмотрим, как и что будут развиваться события. Скорее всего, после того, как страсти улягутся, какое-то время он консолидируется и отскочит. Если сохранится позитивный внешний и внутрироссийский фон, то эту бумагу ее так или иначе за уши будут вытягивать. Так, но если рассматривать более короткие таймфреймы 4-1 чет, то, в общем-то, снижение по ВТБ, оно продолжается и пока оно еще не остановилось. Вот этот вот диапазон ключевой, который 4,6-4,7, соответственно, пробитие этого диапазона, скорее всего, ее уведет еще ниже. Да, то есть, если сегодня будет возврат выше 4,72, то тогда, в принципе, вот эта вся конструкция по снижению, она может завершиться. Но я думаю, вероятность такого события сейчас невелика. Скорее здесь дойдет движение вниз до сильного уровня
который только что смотрели, и он отмечен красной линией. Так, друзья, ну вот еще по поводу Северного потока. Страсти кипят, карты тусуются. Администрация президента США не будет применять санкции против оператора газопровода. Ну, в преддверии встречи Байдена и Путина, я думаю, будут масса позитивных заявлений, по крайней мере, о том, что этих санкций не будет, тех санкций не будет. Но не факт, что этот тренд сохранится после проведения встречи, хотя возможны варианты. Все-таки обычно проведение встреч на высшем уровне, оно оказывает благоприятное влияние и в целом и на политику, и на экономику, и на фондовый рынок, потому что оно, как правило, всегда приводит к тому, что наступает определенное облегчение и договоренности. Но какой смысл встречаться, если дальше раскапывать томагавк войны? Наверное, все-таки действительно эта встреча, она пойдет на пользу, в основном на пользу. Но мы с вами живем в удивительное время, когда кризисы начинаются в марте, поэтому здесь я даже боюсь точно что-либо предполагать. Но по общей канве событий, действительно, встреча Байден-Путин, она должна всемерно способствовать позитиву того, что касается России и российскому фондовому рынку. Так, ну вот, в общем-то, пошел позитивный тренд. Блинкен и Лавров встретятся в Рейкьявике, как раньше советский и американский лидер. Ну, видимо, действительно здесь какая-то перезагрузка или перестройка намечается. Так, друзья, ну и сегодня помним, сегодня среда, традиционное размещение УФЗ новых выпусков. Вчера вечером я на это обращал ваше внимание. И, ну, как правило, статистически в эти дни происходит укрепление либо консолидация рубля к доллару и евро. И после 5-6 вечера, после того, как происходит размещение, наблюдается некоторое ослабление. Опять же, это статистическое наблюдение. Это не значит, что каждый раз оно зуб даю так произойдет, но в большинстве случаев события идут именно по такому сценарию. Так, друзья, давайте рассмотрим, что какие события по американскому рынку. Ну вот здесь, судя по всему, Трамп попал, и его, наверное, все-таки разделают под орех. Потому что те движения, которые происходят в отношении его персоны, его фондов и его сподвижников, они указывают на то, что, судя по всему, ему сухим из воды в этот раз выйти не удастся. Так, друзья, ну вот, в общем-то, возникают новости, которые в ближайшее время могут привести к сильному коррекционному откату цен на железную руду и сталь. Это, во-первых, меры Китая по борьбе с пузырем на стальном рынке, потому что Китаю все-таки нужна дешевая железная руда, дешевое железо для того, чтобы проводить свои мегастройки, мега-инновационные нацпроекты и прочие дела. И плюс в Австралии начинает функционировать новый завод, новая выплавка, которая даст дополнительную прибавку к стали. Ну, здесь ситуация следующая. Австралия, по сути, является, ну как ни крути, сырьевым придатком Китая. И как раз Австралия — это очень удачный пример того, как, собственно говоря, страна, которая производит сырье, она достаточно хорошо и позитивно существует. Единственный какой момент — это численность населения. Она не такая большая, как если сравнивать с Россией. Так, ну вот рынки начинают колебаться, где-то коллапсировать из-за большой инфляции. Большая инфляция, она связана, как я ранее неоднократно это говорил, с инфляцией издержек. Инфляция издержек ведет к тому, что на фоне продолжающегося роста цен снижается экономический рост, и мы получаем 2 в 1 стагфляцию. То есть, когда идет сжатие рынков, снижение либо консолидация производства и потребления, и при этом растет инфляция. Но стагфляция — это процесс крайне муторный, крайне тяжелый, и, в общем-то, он может либо рынки обрушить, либо привести их к состоянию некого такого болота, которое будет длиться, как в Японии в 90-е годы. Только там немножко по-другому все это было. Здесь система более глобальная, и, скорее всего, она просто не законсервируется, как Япония 90-х годов, а будут какие-то потрясения. Так, ну и вот в Канаде очень интересная ситуация. Там идет мощнейший рост цен на недвижимость, потому что страна ориентирована на иммигрантов, на иммиграцию.
И на текущий момент рынок жилья Канады вырос очень сильно, и пока нету никаких оснований для того, чтобы он откатывался. Возник феномен нехватка земли. Но на самом деле никакого парадокса нет, если посмотреть карту Канады, там основная масса населения, она живет в полосе, которая там не более 300-400 километров от границы с Соединенными Штатами. Так, ну вот сейчас все внимание сосредоточено по поводу так называемой ядерной сделки Ирана. Иран обещает за 3 месяца залить весь мир нефтью. Но мне кажется, это преждевременное обещание. За 3 месяца они, конечно, весь мир нефтью не зальют, потому что период восстановления для того, чтобы наращивать мощности добычи, скорее всего, это от полугода, от 6 месяцев займет. Так, друзья, давайте посмотрим, что там по позициям на форте. РТС ставка на то, что будет продолжение роста. Куда уже ему дальше расти, непонятно. Так, ВТБ, здесь открывали шортов, ждут, что он будет продолжать снижаться. Ключевые уровни, куда он может упасть, мы с вами обсудили. Сбербанк, здесь ставка на отскок и на рост. Газпром, здесь тоже ставка на продолжение роста. Рубль-доллар. Рубль-доллар, здесь ставка на то, что доллар будет расти против рубля. Сегодня день достаточно интересный. Сейчас мы посмотрим, какая будет динамика по графику. Но все как бы сводится к тому, что рублю ниже 73,5, 73,6 идти не дают, даже 74. И, соответственно, на этих значениях начинается активная скупка валюты. Евро-рубль, здесь что-то такое непонятное происходит. Так, на евро-доллар ставка на рост евро против доллара. Еще чуть-чуть, и все будут максимумы недавние пробиты и покорены. Так, нефть, здесь ставка на то, что нефть будет снижаться. Серебро, здесь ставка на очень хороший рост. А вот по золоту делают ставку на то, что золото сегодня будет консолидироваться. Так, друзья, давайте посмотрим графики. Китайский фондовый рынок дневной таймфрейм. Здесь, судя по всему, в ближайшее время на этой неделе пробитие 5200 не произойдет. Конечно, чем дольше он будет находиться в диапазоне 5130-5200, тем больше вероятность того, что мы улетим наверх. Сейчас для этого есть все шансы. Но здесь 5130-5100. Если сегодня-завтра пробитие все-таки возникает, то он уходит консолидироваться в этом диапазоне. Хотя здесь уже, судя по всем движениям, он позу набрал и готов к рывку, к движению на 5450. Если Китай пойдет по такому сценарию, это позитив и для России, и для мирового рынка акций. Так, друзья, далее криптовалюта. Если биткоин сегодня не отскакивает, не уходит выше уровня 40 тысяч, то вот эта просадка, она продлится весьма вероятно до уровня 33 тысячи долларов. Ситуация по эфириуму, она тоже очень-очень хардкорная. Пробили вот этот вот канал, и поэтому либо сегодня-завтра будет затяжка в этот канал, либо, если такого не происходит, 3000 ключевой уровень и, соответственно, его пробитие. Если отскок сегодня-завтра не произойдет, то, соответственно, цель у нас по эфириуму 2165. Так, далее индекс волатильности, дневной таймфрейм. Вчера он пошел расти. Вчера он пошел расти выше 20. Закрытие, соответственно, здесь есть все основания для того, чтобы сегодня это движение вверх продолжилось. Так, далее S&P 500. 4130 пробили. И поэтому в ближайшие часы, до 3-4, если не будет отскока и движение на 4150, то весьма вероятно уже сегодня пойдет тестирование вот этой нижней границы, которая 4050-4030. Так, друзья, далее нефть, Brent, смотрите, здесь если не будет сейчас повторного движения на 67,6, то нас ждет отсюда отбой и отскок, и цель его движения будет сегодня уже на 68,7. Если здесь происходит пробой, то тестирование 66.25, возможно короткий задерг ниже. Так, друзья, по золоту отлично, все здесь идет консолидация, набор позиций. Если мы сегодня по золоту 1862-1860 не пробиваем, то сегодня-завтра уже будет цель движения 1886 и потом 1900. Так, друзья, рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной график.
Ну, не знаю, сегодня все-таки, судя по графику, возможно, не будет укрепления рубля до размещения. Сейчас все-таки более вероятно движение вот в этом диапазоне 74,1, 73,6. Ниже, как вы видите, его не пускают. Даже наоборот, здесь сейчас нарисовалась формация на некоторый отскок. Цель этого отскока тестирование 74,1. Так, ну и часовик. По часовику у нас бодрое движение на 74,1, которое прервется, если будет коррекционный откат и пробитие 73,7. Вот сейчас 73,7 это некий ключевой уровень локальный, пробитие которого уводит на тестирование 73,54, то, что было вчера. Вот. Но судя по движению, которое сейчас возникло вчера вечером и сегодня, более вероятно рубль-доллар движение на 74,1 и в случае пробития уход на 74,5. Вот такое мое видение по основным инструментам. Спасибо за внимание.